Всем привет! Сегодня поговорим о группе серверов G6 в «Войне чудес». Ситуация сложилась таким образом, что два сильнейших китайских альянса DTV, в котором я нахожусь, сервера М105, и Тор с М101 объединились вместе против топового игрока Дбукалски, который в прошлом сезоне «Войны чудес» в одиночку справлялся со всеми китайскими союзами. Он находится на 102-м сервере в альянсе 666. Как мы видим, у него очень много мощи, хорошая прокачка, и поэтому китайцы решили объединиться против него, чтобы с ним справиться. В этот раз Дубукалски отыгрывает менее активно, у него нет большого количества очков в чудесном свете, из-за этого у него характеристики проседают, поэтому он не может на равных сражаться с топовыми китайскими игроками и проигрывает им сражение. Но Альянс 666, насколько мне известно, объединился вместе с довольно сильным альянсом М98. Поможет ли им это, узнаем в будущем. На данный момент лидером в рейтинге союзов по уровню чуда является альянс ДТВ с М105. Также ДТВ занимает топ-1 в рейтинге регионов. Тор же с М101 следует сразу за ДТВ. Альянсы же Дета и 666 немного отстают. Это у нас укрепилась четверка лидеров, которые как раз два альянса ДТВ и Тор противостоят Деду и 666. Остальные же альянсы гораздо слабее и не могут конкурировать с этой четверкой, потому что у них и средний состав игроков гораздо слабее, и их топовые игроки гораздо слабее, чем топовые игроки этих союзов. О каких-либо базовых вещах в «Войне чудес» я не буду рассказывать, потому что они были показаны в других видео на нашем канале. Из нововведений я бы отметил то, что мобилизации на чудо происходит немного быстрее за счет бафа храма. Получается, вот наш храм. И у него скорость похода для атак чудес уменьшает он его. Не помню, было ли это в прошлом событии, но насколько мне известно и насколько я спрашивал своих знакомых, в прошлом событии такого не было. Но также до сих пор нельзя ускорять мобилизации на чужие чудеса, и поэтому как минимум 20 минут вам все равно приходится ждать, прежде чем ваша мобилизация дойдет до противника. Больших боев на чудесах не было пока что, по крайней мере, среди четверки топовых альянсов. Как мы видим, то, что на наш альянс ДТВ вообще никто не нападал, потому что все опасаются нас. Если мы перейдем в альянс 666, по-моему, это он, насколько мне известно, да, то у них были некоторые стычки, но чаще всего, если какой-то топовый союз заводит на них мобилизацию с кучей сильных игроков, то они не принимают, потому что не видят смысла дарить очки. Также и другие союзы делают. Дед вроде там некоторые мобилизации отбивали, некоторые они пропускали. С Тора то же самое. Тор, по-моему, пока что все отбивал, но крупных прям боев, чтобы именно все топовые игроки и Дед участвовали, и все топовые игроки там ДТВ или 666 или Тор участвовали, пока таких больших боев не было. У Альянса Дед, скорее всего, не хватит сил, чтобы пробить наше чудо или чудо Альянса Тор, поэтому они вряд ли будут нас атаковать, чтобы не дарить нам очки. 666 Дбукалски, насколько мне известно, сейчас не очень активно играет, он не донатил в прокачку чуда, но, возможно, он вернется в игру и тогда сможет составить хорошую конкуренцию нашим альянсам и показать интересную игру. Средние игроки из четверки лидирующих альянсов чаще всего атакуют более слабые союзы, в которых нету топовых свип 10, которые в одиночку смогут защищать чудо, как, например, вот этот альянс. Мы на них часто атаковали, возможно, кто-то другие на них нападали. Но вот как видим, то, что они в какой-то момент просто перестали принимать мобилизации. Поэтому крупных боев на чудесах нет, показывать особо нечего, а такие мелкие стычки нет смысла показывать, так как они есть у каждого на своем сервере. Были между топовыми игроками стычки только локальные, когда кто-то кому-то прилетал в улей, сжег там замки, кто-то из других топовых игроков крепил эти замки, пробивали магические башни,
Некоторые из отчетов я покажу в конце ролика. Будем ждать дальнейшего развития событий. Возможно, Букалский захочет вновь сжечь всех, и мы увидим борьбу большого количества СИП-10 из ДТВ и ТОР против Букалски. Возможно, китайские союзы и дальше продолжат доминировать, и тогда развернется борьба между ними, на что тоже будет очень интересно посмотреть. Будут огромные мобилизации и кровопролитные бои за звание топ-1. Как мы можем увидеть, у нас в союзе не все игроки еще в подкрепление встали, но уже очень большое. Тут было больше 200 миллионов. Так что на такие бои было бы интересно уже посмотреть. Чтобы продолжать следить за новостями, подписывайтесь на канал. Также ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите в комментарии, за кого вы болеете в этой группе «Войны чудес». А также можете поделиться своими интересными историями и боями своих групп этого события. Всем спасибо за внимание, всем пока. А сейчас вы можете насладиться отчетами боев сильнейших игроков с G6.